корейский хот-дог. И начинаем мы с того, что сделаем тесто. Нам понадобится глубокая емкость и сито. 400 грамм муки мы с вами сначала просеиваем и в просеянную муку добавляем соль в объеме 5 грамм и хорошо все перемешиваем. Затем отставляем муку пока в сторону, и удобнее лучше всего для данного теста использовать какой-нибудь контейнер, в который мы заливаем теплую воду в объеме 400 мл. Вода должна обязательно теплая. И сначала добавляем сахар 15 грамм, добавляем и растворяем. И затем засыпаем дрожжи в объеме 8 грамм и растворяем их. Вода должна была быть теплая, потому что в горячей воде дрожжи могут погибнуть. Затем мы, когда дрожжи растворены, добавляем прежде просеянную муку и все хорошо перемешиваем до однородной массы. Затем добавляем растительное масло 60 грамм и опять все хорошо перемешиваем. Все комочки муки мы должны с вами разбить. И вот такой вот консистенции у нас с вами должно получиться тесто. Затем мы должны накрыть контейнер крышкой и дать тесту вырасти 2 часа при комнатной температуре, для этого потребуется. За это время мы подготовим начинку, а именно сосиски, совершенно абсолютно любые, какие вы любите, в объеме 12-13 штук, и деревянные палочки канапе. Главное, чтобы размер сосиски совпадал с размером самой палочки. И это по желанию, это опционально, можно также использовать сыр, моцареллу. У меня моцареллу не удалось купить, я использую копченый сыр. И мы берем сосиску, и либо вариант номер 1, мы просто насаживаем ее целиком на палочку канапе. Смотрите, чтобы палочка прошла прямо ровно по центру самой сосиски. И следующий вариант – это отрезать кончик от сосиски размером с кубик сыра, который вы заранее подготовили. И тогда сначала мы на палочку надеваем сосиску и на самый кончик насаживаем сырный кубик, который мы заранее нарезали кубиками. И вот они, собственно говоря, два варианта. Ну и, конечно же, сами кончики мы никуда не выбрасываем, мы их тоже насаживаем на палочку. Итак, давайте посмотрим еще раз. Теперь поговорим о том, какие панировочные сухари нужно использовать, какую панировку. Хочу посоветовать использовать вот именно вот такую, которая похожа на хлопья. То есть это чаще всего такая азиатская панировка. Как вы видите, она такого белого цвета, и именно с ней все получится вкусным и хрустящим. Не используйте вот такую хлебную панировку в виде хлебных крошек, с ней получится невкусно и некрасиво. Теперь, через 2 часа, когда наше тесто поднялось, выросло, мы можем, собственно говоря, приступать к самому приготовлению. Для этого насаженные на палочки, деревянные палочки сосиски мы сначала обваливаем в муке, стряхиваем излишки и затем окунаем это в тесто. И начинаем вращать в одну сторону сосиску на палочке. Можно делать это 2 пальцами, тогда же удобней, и тесто, оно само будет на нее накручиваться. Давайте посмотрим еще раз. После того, как мы накрутили тесто на сосиску, мы сверху все это присыпаем панировкой. И все, можно приступать к жарке. Мы нагреваем растительное масло, где-то около 500 мл. Все зависит от того, какая у вас емкость. Они должны плавать, то есть вы должны залить масло так, чтобы
палочки, которые вы будете закладывать, чтобы они в нем плавали. Также используйте щипцы, чтобы все это переворачивать. Когда одна сторона поджарится до золотисто-коричневого цвета, вы щипцами за палочку канапе вот так вот переворачиваете и продолжаете жарить, пока вторая сторона также не станет золотисто-коричневой. Затем вынимаем, кладем на железное сито, чтобы излишки масла отекли. И, собственно говоря, блюдо готово. Давайте посмотрим еще раз. Подавая данное блюдо к столу, можно использовать следующие варианты, а именно кетчуп, горчицу, а также раньше в Корее еще их посыпали сахаром, так что тоже можете попробовать. Все очень вкусно. Данное блюдо относится к уличной еде в Корее и продается на улицах, где расположены кафе и рестораны, а также и на рынках. У этого блюда есть несколько других, более хитроумных разновидностей, но их гораздо сложнее приготовить в домашних условиях. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!